Здравствуйте, друзья! Ватикан скрывает прибор, позволяющий заглядывать в прошлое. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Читал сегодня статью с сайта infomax.ru. Согласно многочисленным сообщениям инсайдеров в Риме, которые в деталях с удивительным постоянством повторяются в течение многих лет, у Ватикана есть устройство, напоминающее машину времени. Чаще всего инсайдеры называют это устройство словом «хроновизор». Устройство не является машиной времени в полном смысле этого слова. Оно никого и никуда не перемещает. Тем не менее, на основании электромагнитных следов, пронизывающих весь пространственно-временной континуум, хроновизор позволяет пользователю наблюдать как будущие, так и прошлые события. Многие считают, что это устройство является одним из величайших охраняемых секретов Римской католической церкви. Именно с помощью этого устройства Ватикан, управляя событиями, сохраняет свою власть и влияние на протяжении многих лет. С тех пор, как Герберт Уэллс написал свой роман «Машина времени», целые поколения людей пребывают в восторге от идеи путешествия во времени. А физики много десятилетий ставят эксперименты, надеясь заставить такую машину работать в один прекрасный день. На сегодняшний день в этих работах физика продвинулась настолько далеко, что сообщения, связанные с перемещениями во времени, уже не воспринимаются как научная фантастика. Первым, кто услышал о хроновизоре, был французский священник Франсуа Чарльз Антуан Брюне. По словам отца Франсуа, в 1960-х годах у него было совместное путешествие в Венецию с отцом Пеллегрино Марии Эрнетти, который до принятия сана был физиком. Отец Брюне был очень заинтригован, когда отец Эрнетти рассуждал о том, что на все вопросы, связанные с Библией, могла бы ответить машина, позволяющая заглянуть в прошлое. Когда отец Франсуа спросил о подобной машине, отец Эрнетти в общих чертах описал устройство, которое функционирует точно так же, как телевизор. Но вместо того, чтобы получать передачи от местных станций, прибор может настраиваться на прошлое и позволять зрителю видеть и слышать события, которые произошли столетия назад. Эрнетти объяснил Брюне, что машина работает, обнаруживая изображения и звуки, которые человечество создало и которые вечно находятся в космосе. Отец Эрнетти сказал, что такой прибор работает, занимаясь обработкой остаточного электромагнитного излучения, оставленного многочисленными процессами. Отец Брюне отнесся к рассказу скептически и забыл о нем на много лет. Однако 2 мая 1972 года итальянская газета потрясла мир, когда опубликовала статью с провокационным заголовком «Наконец изобретена машина, которая фотографирует прошлое». В новостной статье указывалось, что десятки ученых работают над восстановлением некого артефакта, который позволяет им фотографировать события прошлого и даже засвидетельствовать важные исторические данные, непосредственно связанные с Иисусом Христом. Насколько смогли раскопать журналисты, предполагаемое устройство было воссоздано либо на основе некоего высокотехнологичного артефакта, либо на основе набора инструкций, найденных среди документов нацистов или среди рукописей библиотеки Ватикана. Работа проводилась в 1950-х годах под руководством итальянского физика Пеллегрино Марии Эрнетти. Также к проекту привлекали лауреата Нобелевской премии Энрико Ферми и известного нацистского ракетостроителя Вернера фон Брауна. Судя по описаниям, хроновизор – это относительно небольшой объект, который оснащен множеством антенн и состоит из драгоценных сплавов, катодных трубок, каких-то циферблатов и рычагов. Но как он работает, никто, естественно, не видел. Ватикан немедленно выступил с опровержением сообщения, назвав все выдумкой гоняющихся за сенсациями журналистов. Однако, некоторое время спустя, в 1988 году, Ватикан издал официальный указ, в котором он предупредил, что любой, кто использует инструмент подобной машине времени, будет отлучен от церкви. Указ всех озадачил. Зачем отлучать от церкви за использование прибора, которого никогда не существовало и не существует? В апреле 1994 года отец Эрнетти умер, оставив нескольким друзьям письмо, в котором он прямо сообщил, что хроновизор существует, что он и его команда после первых экспериментов решили добровольно демонтировать устройство, ибо экспериментаторы увидели в прошлом и будущем нечто, выходящее за рамки их понимания. Тем не менее, всем было очевидно, что если устройство продолжит работать, оно поможет создать самую страшную диктатуру, какой мир еще не видел. Разрушить прибор Папа Пий XII не позволил. Однако все, чем обладают на данный момент теоретики заговора, это схема хроновизора, оставленная отцом Эрнетти. Сегодня наиболее компетентным в этой области исследователем считается Альфред Ламбремон Вебре, написавший о хроновизоре несколько книг.
Как предполагает Вебре, Ватикан не только сумел воссоздать работающий прибор на основе древних документов и артефактов, но также эта технология была передана спецслужбам мира, британской разведке и ЦРУ. Причем это было сделано еще в 60-е годы прошлого века. Понимая, чем это грозит миру, работавший над устройством Пеллегрино Эрнетти попытался организовать утечку, сообщив какие-то данные журналистам в 1972 году. Однако организованная кампания в СМИ его высмеяла, и только перед смертью в 1994 году он снова решил заговорить об этой теме. При этом самым сенсационным предсмертным признанием Пеллегрино Эрнетти было следующее. Пытаясь привлечь внимание публики к теме в 1972 году, отец Эрнетти умышленно пошел на подлог, сфабриковав для журналистов фотографии разрушения Содома и Гоморры, основания Рима в 1753 году до нашей эры и прочие, якобы им заснятые важные исторические события. Сделано это было исключительно потому, что в 1972 году никто бы не поверил в то, что никакого основания Рима в 753 году до нашей эры не было. Как признался только в 1994 году отец Эрнетти, вся официальная, равно как и вся ветхозаветная история – это вымысел. Построенный им прибор работал, и он своими глазами видел, что событий, на которых зиждется современная цивилизационная парадигма, никогда в реальности не было. Поэтому, если хроновизор попадет людям в руки, вся построенная в их сознании реальность будет разрушена. Да, очень интересная статья. И знаете, я верю, что такое может быть. Потому что в библиотеке Ватикана собрано очень-очень много документов, которые они сгребали по всему миру долгие столетия и все у себя прячут. Иногда, когда им что-то нужно, когда им что-то выгодно, они делятся этими открытиями, различными картами, различными документами с народом, с учеными. Но чаще всего они все это прячут. Что вы думаете по этому поводу? Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.